все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Мы приехали с добром. По-легкому срубить бабла. Россия готова свое плечо подставить. А вот, собственно, и схема, по которой абхазов обувают в лапти. Мы тяготеем друг к другу. Нормальная ситуация. Да, старый дед очень любит деньги. Республика Абхазия. Это территория на побережье Черного моря, оторванная от Грузии в результате российского вторжения в 2008 году. На данный момент, в соответствии с законодательством Грузии, Абхазия считается временно оккупированной Россией. Хотя последняя, как всегда, отрицает свою причастность к событиям тех лет. С признанием среди мирового сообщества тоже есть проблемы. На самом деле, всего лишь 5 стран признали независимость этого квазигосударства. К ним относятся государства-террорист Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласитесь, компания так себе. 28 сентября 2022 года в белорусских средствах массовой информации появилась новость о визите Лукашенко в Абхазию. Диктаторские помойки, называющие себя журналистами, из кожи вон лезли, чтобы придать этому событию статус международного визита, пытаясь убедить своего зрителя в том, что Беларусь не является государством-изгоем и что захватившего власть пенсионера рады видеть хоть где-то еще, кроме как в его резиденциях с золотыми ёршиками. В исторических местах северо-восточного побережья Черного моря побывал сегодня президент Беларуси. Все абсолютно. Кроме проводки мы ничего не меняли здесь. Независимые же СМИ начали педалировать тему возможного признания режима Лукашенко независимости той самой республики Абхазия. И доля логики в этом есть, отрицать не будем. Но наше внимание привлекло то, что в визите принимал участие небезызвестный Виктор Шейман. А там, где Шейман, там речь идет о деньгах. Ведь начиная с 2013 года, момента назначения на должность управляющего делами диктатора, Шейман отвечал за лукашенковские бизнесы, то есть за набивание деньгами карманов диктатора. Ну и своих, естественно, заодно. За это он отвечает и по сей день. Один из примеров бизнеса по-лукашистски мы разобрали в расследовании о строительстве гостиничного комплекса в Красной Поляне. Там все как на подбор. Создание подконтрольных коммерческих и псевдокоммерческих структур, секретные распоряжения диктатора и незаконное отчуждение в адрес этих же структур государственной собственности по заниженной в десятки раз стоимости. Если еще не смотрели, настоятельно рекомендуем это сделать. Ссылка на расследование будет в описании и в подсказках. А для вас у диктатора денег нет. Вы там держитесь. И хорошего вам настроения. Но вернемся к визиту в Абхазию. Послушайте, как диктатор пел дифирамбы народу Абхазии, уверяя в том, что он приехал помогать этому самому народу. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Но главное, чтобы здесь народ жил достойно, потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин, а люди здесь святые. Мы приехали с добром, и если мы чем-то можем вам помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Главное, чтобы здесь народ жил достойно, потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые. Сладко поет цыганский соловей. Прям вот захотелось поверить, но мы-то знаем, белорусы, что ничего, кроме лжи и притворства, от диктатора ждать не стоит. И все его комплименты в адрес народа Абхазии – лесть, преследующая исключительно свои шкурные интересы. Да, старый дед очень любит деньги, хоть на публике говорит об обратном. И когда он упоминает о взаимовыгодном сотрудничестве между непризнанной Абхазией и Республикой Беларусь, в первую очередь он думает о том, как наполнить свои собственные карманы. И данный случай не исключение. Не будем ходить вокруг да около. Одной из ключевых тем для обсуждения в ходе визита Сипатова – выделение земли на побережье Черного моря для строительства санаторно-курортного комплекса. Да, Лукашенко и его прикорытники собрались построить очередной санаторно-курортный комплекс.
Один строит на украденном у Республики Беларусь участке в Сочи, а второй вот собираются построить в Абхазии. В этом моменте сторонники Синепалова, пенсионера, воскликнут: «Молодец, батька, построит санаторий и будет бюджет на этом пополнять». Ну да, конечно, особенно вот бюджет. Спешим разочаровать наивных почитателей седых усов и лысины. Бюджетом Республики Беларусь там и не пахло вовсе. Исключительно личный, корыстный интерес. Ну что ж, рассказываем. 23 сентября 2022 года, то есть за 5 дней до визита диктатора в Абхазию, в Единый государственный реестр юридических лиц Абхазии вносится запись, касающаяся изменений в уставные документы абхазской фирмы ООО «Жемчужина-2010». В состав участников общества вводится новый участник – резидент Республики Беларусь ООО «Термалия». Данная фирма в задуманной лукашистами схеме занимает ключевую роль. Но об этом мы поговорим несколько позже. Если говорить простыми словами, юридическое лицо, зарегистрированное на территории Абхазии, перешло в распоряжение диктатора и его своры. Вторым участником этого общества, а по совместительству и его директором, согласно сведениям реестра юридических лиц, значится гражданин Абхазии Квициния Дата Раульевич. В открытых источниках мы не нашли подробной информации о данном человеке. Весьма вероятно, что он является всего лишь номинальным соучредителем абхазской фирмы «Жемчужина-2010». Хотя такую же фамилию, Квициния, носит ближайший соратник действующего руководителя Абхазии, ныне посол Абхазии в России Алхаз Квициния. Являются ли данные люди родственниками, нам доподлинно неизвестно, поэтому не будем делать выводов, основанных на предположениях. Как мы уже отметили, через 5 дней после описанного события, 28 сентября 2022 года в Абхазию прибыл белорусский диктатор, чтобы порешать вопросы относительно того, как по-легкому срубить бабла. У нас и тени сомнения не возникало насчет того, что усатый предводитель заболтает своего абхазского коллегу. По сути, предварительные договоренности были достигнуты заранее, в ходе визитов в Абхазию Виктора Шеймана. Однако, по нашим сведениям, на личном присутствии Лукашенко настояла именно абхазская сторона. Таким образом, непризнанный диктатор и непризнанное государство пытались взаимно придать себе хоть какой-то минимальной правосубъектности. Результатом состоявшихся переговоров, кроме прочего, стало выделение обществу с ограниченной ответственностью «Жемчужина-2010» участка земли размером 20 гектаров, расположенного в селе Кындык Ачамчирского района прямо на берегу Черного моря. Из акта, который вы видите на своих экранах, четко видно, что решение о выделении участка было принято на основании распоряжения Совета министров непризнанной Абхазии от 29 сентября 2022 года, то есть сразу же на следующий день после поездки Лукаува. А вот, собственно, и само распоряжение, посмотрите на него. Спустя 1,5 месяца, 16 ноября 2022 года, фирме «Жемчужина-2010» выделяется еще один участок земли размером 2 гектара, прилегающий к первому. Итого 22 гектара земли на берегу Черного моря. На выделенных участках лукашисты собираются построить 5-звездочный гостинично-курортный комплекс на 300 номеров с медицинским спа-корпусом и грязевыми источниками. Также на территории планируется разместить 3 ресторана, крытые и открытые бассейны, детскую зону с водными горками, рекреационную зону со спортивными площадками и 8 отдельно стоящих VIP-домов, то есть вилл. Рядом с комплексом планируется возвести как минимум 2 причала, один из которых будет для VIP-яхт. Представляете, какую сумму денежных средств придется потратить на возведение и ввод в эксплуатацию такого огромного и масштабного комплекса? Лукашисты сами до сих пор не знают точную сумму, поскольку на данный момент не готова проектная документация. Она все еще в проекте, они там занимаются ее разработкой. Но, как подсказывает нам источник, знакомый с ситуацией, лично диктаторам отдано распоряжение, цитируем, для реализации проекта максимально использовать государственные ресурсы. На практике это означает, что в строительство под каким-то предлогом либо вбухают огромное количество бюджетных денег, либо строить будут с использованием ресурсов белорусских государственных строительных предприятий с применением в разы заниженных коэффициентов для уменьшения стоимости строительства.
и с интересами бюджета Республики Беларусь никто считаться не намерен. Напомним, участки выделены якобы абхазской фирме «Жемчужина-2010», и де юре Республика Беларусь как субъект в этой авантюре не участвует. Но давайте вернемся к белорусской фирме «Термалия» и разберемся, что это за фирма вообще, почему именно она вошла в состав участников абхазской «Жемчужины-2010», которая в свою очередь получила участки под строительство, и причем здесь вообще плешивый дед. Ведь даже дураку понятно, что Лукашенко никогда в жизни бы не лоббировал интересы какой-то там фирмы, если бы для него там не пахло хрустящими американскими долларами. Ну или же российскими рублями в свете объявленной вот в Беларуси дедоларизации. Как мы уже упомянули, белорусская фирма «Термалия» вошла в состав учредителей абхазской «Жемчужины-2010» незадолго до визита диктатора. В свою очередь, если посмотреть информацию из открытых источников, само общество с ограниченной ответственностью «Термалия» было зарегистрировано в Минске 22 июля 2022 года, то есть тоже накануне визита. И даю вам стопроцентную гарантию, что сама фирма была создана примерно для этого же проекта. В графе «Вид деятельности», естественно, указана деятельность головных организаций. Точно такой же вид деятельности мы заметили у фирмы ЗАО «Вектор Capital Group», когда расследовали хищение лукашистами земельных участков в Красной Поляне. Для тех, кто не смотрел это расследование, объясним в двух словах. В связи с тем, что в 2020 году управделами диктатора, которая занималась ведением всех бизнесов Лукашенко, попала под международные санкции, лукашисты создали псевдокоммерческую структуру – закрытое акционерное общество «Вектор Capital Group». Возглавили эту фирму бывший руководитель управделами Шейман и два его заместителя – Свиридов Андрей Григорьевич и Селиванов Николай Иванович. По сути, якобы коммерческая фирма Vector Capital Group стала вместо управделами заниматься ручным управлением бизнесами диктатора. И основным видом деятельности этой самой Vector Capital Group задекларирована деятельность головных организаций. Поэтому, когда мы увидели и эти самые вот совпадения у Термалии, мы сразу же ехидно улыбнулись тупости и шаблонного мышления лукашистов. Уже на данном моменте стало понятно, что Термалия будет связана с Шейманом, Селивановым и аффилированными с ними структурами. Сведений об этом обществе Термалия в открытых источниках крайне мало, но кое-что все-таки удалось установить. На момент описываемых нами событий, согласно данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредителем и директором организации выступал гражданин Республики Беларусь Романовский Александр Анатольевич. Это бывший силовик, который проходил службу в войсковой части 01549, которая более известна как Служба безопасности диктатора Лукашенко. Расследователям и журналистам гражданин Романовский известен уже давным-давно, как соучредитель ряда близких к управделами и лично Шейману структур, таких как Global Custom, Global Custom Commerce и Global Custom Management. Данные фирмы были замечены в поставках подсанкционной продукции в Россию задолго до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году. На данный момент указанные фирмы реорганизованы либо ликвидированы. Кстати, Global Custom Management некоторое время являлась учредителем частной охранной компании «Гардсервис», единственной охранной фирмы, наделенной правом владения огнестрельным оружием. Отметим вот, кстати, еще одну связь Романовского с Шейманом. Кроме того, что указанный персонаж является дропом, на которого Шейман с радостью регистрирует и оформляет свои фирмы, гражданин Романовский владеет недвижимостью, то есть домом площадью 47 квадратных метров, расположенным в деревне Подлипки Пуховичского района Минской области. Буквально через несколько участков на той же улице находится особняк Шеймана. Объект номер один, как его называют в той же самой Гардсервис, которая его и охраняет. Кстати, в Едином государственном банке данных о правонарушениях мы отыскали более 50 записей о совершении гражданином Романовским административных правонарушений. Все они связаны с нарушением правил дорожного движения. Естественно, в основном это скорость.
Полагаем, что связи Романовского с Шейманом и режимом диктатора в целом установлены более чем достоверно. Кроме этого, изучив материальное положение Романовского, мы убедились, что данный гражданин ближе к фунту, на которого фиктивно оформляют коммерческие организации, нежели к владельцу ряда крупных супердоходных бизнесов. Ну зачем же лукашистам сложная схема с созданием фирмы «Термалия», введением в ее состав учредителей абхазского юрлица? Зачем все вот эти танцы с бубном? Спросите вы. Чтобы не мучить зрителя, рассказываем о нормах права и ставках налогообложения в непризнанной Абхазии. Можно сказать, объясним в двух словах. Чтобы не платить налоги Абхазии вообще. Вот эта вся схема работает для того, чтобы не платить налоги. Полностью. Дело в том, что в Абхазии применяется 20% ставка налога на прибыль иностранных организаций, а белорусская фирма именно таковой и является на территории Абхазии. Поэтому, чтобы избежать уплаты данного налога, хитрые лукашисты придумали схему с использованием якобы абхазской фирмы, которая по факту ни разу не абхазская. Стоит признать, что когда дело доходит до личных интересов лукашистов, деньги считать они умеют. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Поэтому и забросали письмами министерства и ведомства Абхазии, лоббируя интересы вот этой вот частной фирмы. Вот ответ, например, министра по налогам и сборам Абхазии по вопросам исчисления земельного налога знакомому нам Селиванову Николаю Ивановичу. Обратите внимание, управляющему партнеру ООО «Жемчужина-2010». Прослеживайте цепочечку вот эту вот. Раз, два, три, четыре, пять. Управляющий партнер абхазской «Жемчужина-2010», он же заместитель директора ЗАО «Вектор Capital Group», фирмы, которая подменила управделами диктатора в ведении бизнесов клана и его ближайшего окружения. Это серые схемы, доходы от которых никогда не пополняли, не пополняют и не будут при Лукашенко пополнять бюджет Республики Беларусь. В чей усатый карман стекаются деньги, думаю, объяснять не стоит. Мало доказательств вовлечения Луки вот в этот вот весь абсурд. Пожалуйста, вот еще пример. Ответ министра иностранных дел непризнанной Абхазии. Кому? Читаем. Специальному представителю диктатора Республики Беларусь Шейману В.В. То есть должностному лицу, которое открыто представляет интересы диктатора и, опять же, лоббирует интересы частной абхазской фирмы «Жемчужина-2010», учредителем которой является белорусская фирма «Термалия», учредителем и директором которой, в свою очередь, является бывший охранник Лукашенко. Так и хочется вспомнить российского пропагандиста Киселева, и мем вот этот про совпадение не думаю. Вот и получается, что по ТВ, ну то есть по телевидению вот этому ГосТВ, усатый пугает всех лаптями, а в это же самое время обувает всех в эти самые лапти. Но в данной ситуации интересен тот факт, что кроме привыкших к лаптям белорусов, Лукашенко в лапте обувает еще и абхазов. Выразится это в недоплате в бюджет непризнанной Абхазии установленных 20% налогов, обязательных для иностранных организаций при отчуждении имущества. Много это или мало, судить вам. Например, если гостиничный курортный комплекс будет стоить 10 миллионов долларов, то 20% это 2 миллиона долларов. А если стоимость составит 20 миллионов, то уже 20% превращается в 4 миллиона долларов. Что для дефицитного государственного бюджета той самой вот непризнанной Абхазии просто сумасшедшие деньги. А вот, собственно, и схема, по которой абхазов обувают в лапти. Излагаем кратко. Между Термалией и Жемчужиной-2010 заключается договор поручения и выдается доверенность. На основании этих документов Термалия от имени Жемчужины заключает все виды договоров, связанных с проектированием и строительством гостинично-курортного комплекса. То есть, по сути, и занимается всем строительством. Далее между Термалией и Жемчужиной-2010 заключаются договоры об исполнении обязательств третьим лицом. В соответствии с данным договором Термалия будет исполнять финансовые обязательства по договорам, заключенным от имени Жемчужины, то есть платит за все тоже Термалия, тем самым вгоняя Жемчужину в долги. За эти долги Жемчужина будет должна рассчитаться либо деньгами, либо построенным объектом. Теперь же между Термалией и Жемчужиной заключается договор о залоге объекта, который будет построен в будущем. По завершению строительства произойдет оформление Жемчужиной правоустанавливающих документов на сам объект и регистрация его в местном, можно сказать, БТИ. И, внимание, вишенка на торте.
передача самого объекта в собственность общества с ограниченной ответственностью Термалия, то есть в собственность диктатора. Точка. Очень и очень крутая схема. Нам будет очень интересно посмотреть на лица абхазов, которые договорились с Лукашенко об этом так называемом инвестиционном проекте. Ведь, насколько нам известно, одним из главных условий абхазской стороны было оставление планируемого к возведению объекта в собственность фирмы-резидента Абхазии. Как видим, плешивый диктатор, пожимая руку руководителю Абхазии и расхваливая абхазский народ, уже знал, что он их нагло обманет. Прямо как в пословице: не все то творится, что говорится. Кстати, в соответствии с планами лукашистов, 10% гостинично-курортного комплекса отойдет нынешнему директору ООО «Жемчужина-2010», гражданину Абхазии Квициния Дата Раулевичу. Если вы смотрите нас из Абхазии и что-то знаете об этом персонаже, напишите нам. Уж очень большой процент для номинального директора. Нам также известно, что кроме планов строительства гостинично-курортного комплекса в поле зрения лукашистов попал и Сухумский аэропорт с прицелом на производство работ по его восстановлению и реконструкции. Нам достоверно известно, что для осмотра и оценки аэропорта в Абхазию из Минска выезжали соответствующие специалисты. Но есть еще один объект, который диктатора так просто заинтересовал. Просто вы себе не представляете. Ну прям глаза у него загорелись и слюни потекли. Этот объект – государственная дача в поселке Мюссера. Объект, на территории которого находится несколько зданий, требующих ремонта. Помещения с бассейном и сауной, служебными домами номер 1 и номер 2, хозяйственными помещениями и 2 контрольно-пропускными пунктами. С вероятностью практически в 100% можем сказать, что лукашисты рассматривают вариант производства ремонтных работ описанного объекта. И даже не потому, что на этом можно неплохо заработать. Дело в том, что указанный объект не что иное, как дача советского диктатора, репрессировавшего огромное количество советских граждан. По разным оценкам, около 1 миллиона из которых были расстреляны. И диктатор этот – Иосиф Сталин. Именно по этой причине Лука загорелся идеей реставрации комплекса. Можно сказать, дань кумиру. Наверное, пытливый зритель задается вопросом, что же Лукашенко и Шейман пообещали абхазам в обмен на землю и многомиллионные контракты на производство строительно-восстановительных работ. У нас есть ответ на этот вопрос. Выражаясь метафорически, повторилась ситуация, когда-то возникшая между туземцами и колонизаторами. Бусы в обмен на золото. Вот только вместо колонизаторов белорусский диктатор, а вместо бус – лживые обещания организовать между Белоруссией и Абхазией взаимовыгодную торговлю, которой будет завидовать весь мир. Вот только обещать не значит жениться. Для реализации обещанного в Минске в январе 2023 года даже создавали ООО «Торговый дом Абхазия». Если дословно цитировать докладную записку Шеймана диктатору, там планируется развивать торговую деятельность между Республикой Беларусь и Республикой Абхазия. Согласно той же докладной записке, интересными для Беларуси импортными позициями, производимыми в Абхазии, являются винодельческая продукция, цитрусовые, минеральные воды, аджика и другие товары. Республика Беларусь планирует поставлять в Абхазию мясомолочную продукцию, кондитерские изделия, сельхозпродукцию и технику. Завалены ли прилавки в торговых сетях Беларуси товарами из Абхазии? Ответ очевиден – нет. Мы даже пытались усердно гуглить. В результате тщательных поисков нашли целую продуктовую линейку фруктовых джемов, которых, естественно, не было в наличии. Да, еще и вот нашли упаковку специй от барахольщика на Куфоре. Все. А причина проста. В классификаторах Государственного таможенного комитета Республики Беларусь при определении вопроса о стране происхождения товара непризнанная Абхазия попросту отсутствует, поскольку такого государства на политической карте мира не существует. Если в таможенной декларации указано, что происхождение товара считается неподтвержденным, устанавливаются ввозные таможенные пошлины, определенные единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Это делает торговлю между Беларусью с одной стороны и Абхазией с другой, цитируем, экономически неэффективной, а договоренности на высшем уровне
сложными к реализации. Такая же песня с сертификацией минеральной воды из Абхазии. Но нет такого государства. Именно поэтому и строчил Шейман докладные записки своему фюреру. И Головченко писал с просьбой внести Абхазию во всевозможные реестры и регистры. А то, видите ли, денежки у торгового дома Абхазия зарабатывать не получается. А чего Шейман так вообще на самом деле переживает за вот этот торговый дом Абхазия? Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на учредителей данного общества. Учредителей трое. 50% уставного фонда владеет некто Ардинба Лаша Салыбеевич. Мы не вдавались в подробности изучения личности вот этого гражданина России. Отметим только, что такая же фамилия Ардинба у министра иностранных дел непризнанной Абхазии, который лоббирует вопросы сотрудничества с той стороны. 20% уставного фонда принадлежат Калиде Виктору Михайловичу, бывшему председателю Пуховичского райисполкома. Именно в этом районе, в деревне Подлипки, в непосредственной близости друг от друга, находится участок с особняком у Шеймана, его брата Юрия, сестры Елены, а также сожительницы Анны Пушкаревой. Ну и, наконец, оставшиеся 30% доли в уставном фонде торгового дома Абхазия принадлежат бригадной Юлии Андреевне, сестре сожительницы Шеймана Анны Пушкаревой. Все, выпускайте Киселева. Совпадение, не думаю. Собственно, мы не удивлены. Мы давно знаем и показываем вам, что Лукашенко и его свита – это обычные воры и коррупционеры, которые давно считают Беларусь своей собственностью, а народ нашей страны своей кормовой базой, которая просто должна работать и платить налоги. И когда диктатор или кто-то из прикорытников открывает рот, чтобы рассказать вам о том, что они пытаются улучшить благосостояние белорусского народа, знайте, это ложь. Ни о чем, кроме благосостояния своего и своих родственников, они не думают. Такова их сущность. И изменить это сможем только мы с вами, снеся к чертям диктаторский режим вместе с узурпатором и его пособниками. Уважаемые белорусы, спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Оно во многом стало возможным благодаря помощи людей, находящихся внутри нашей страны. Людей, которые не смирились и продолжают сопротивляться. Давайте вместе наносить удары режиму. Каждый раз, выбивая маленький кирпичик из фундамента диктатуры, мы делаем режим все менее устойчивым. Безусловно, это долгий процесс, но это не значит, что мы должны, сложа руки, в надежде на кого-то другого сидеть и ждать. Запомните, помогают лишь сильнейшим. Ничего не закончилось и не закончится, пока мы не победим. Живе Беларусь!